Наверняка вы читали множество историй, где читатели, игроки или же сами авторы попадали в свои произведения. Но почему-то абсолютно все главные герои знают нереалистично много. Когда я читал эти произведения, мне казалось, что они знают абсолютно каждого персонажа, абсолютно каждого прохожего. И наверняка вы понимаете, что это нереально. И тут я вспомнил про него, мое первое произведение. Главный герой умер. И, смотря на свой труп, он спросил мрачного жнеца, стоящего рядом с ним: «Я реально так тупо умер?» На что она ответила, что люди умирают по более глупым причинам, и попросила его поторапливаться, ведь у нее тысячи таких дебилов. После она объяснила ему, что все люди после смерти хотят попасть в рай, но дабы попасть в рай, нужно искупить все свои грехи, и у каждого свой путь искупления. Его искупление было таким, что он должен прожить от начала до конца в одном из своих романов. А его романы были такими, как «Город смерти», «Выживание в разрушенном мире», «Охотник стал начальником». Каким-то образом игра стала реальностью, хотя я просто дворник. И, наконец, финальная, из-за которой он и умер. Король демонов мертв. И вам, наверное, интересно, как же он умер. А умер он из-за сердечного приступа, когда он читал гневные комментарии под своим романом. Его грех в том, что он плохой писатель, и после этого он спросил у мрачного жнеца: «А с каких это пор неумение писать считается за грех?» На что мрачный жнец ответил ему, что при выборе наказания учитываются все грехи, совершенные за жизнь, и даже самые маленькие. Как я понял, дело в том, что, допустим, один человек прочитал его хреновый роман, так как он хреновый писатель. И, соответственно, он потерял часть своей жизни, так как за это время он мог приготовить еду, заняться спортом или прочитать более интересные или захватывающие произведения. Но из-за того, что таких людей было много, соответственно, и грех стал большим. Первое произведение «Город смерти». Событие происходит по зомби-апокалипсисе, понятное дело, тут он сразу умрет. Второе произведение «Выживание в разрушенном мире». В этом мире происходит апокалипсис, из-за которого 90% человечества умерло. Угадайте, в какой процент он точно попадет. Третье произведение. Каким-то образом игра стала реальностью, хотя я просто дворник. В этом произведении события происходят, когда игровые персонажи появились в реальном мире и начали его уничтожать. И, наконец, самый лучший вариант — Король демонов мертв. Здесь события происходят после того, как главный босс, то бишь Король демонов, умер. Мрачный жнец попросил его поторапливаться, а также порекомендовал произведение «Город смерти». Но главный герой не принял ее заботу и выбрал произведение «Король демонов мертв». Какой же он плохой. Все же мрачный жнец пожелала ему удачи и хлопнул в ладоши. Сразу после этого он оказался в очень вычурном месте. В нем была роскошная одежда, и, посмотрев назад, он увидел огромный замок, который только что взорвался. И ударной волной его отшибло в коридоры. Он не понимал, где он и кто он. Тогда перед ним появилась система. В системе он увидел, что он Вальер-младший, а также, что его раса Архдемон. И, сложив дважды два, он понял, что, во-первых, сейчас он находится в замке Короля демонов, и Король демонов Вальер сражается против отряда героя. И, во-вторых, в романе «Король демонов мертв» он вселился в его сына. Он решил получше рассмотреть свои характеристики и понял, что они, мягко сказать, ничтожны. Ведь боевая мощь была F-ранга, а среди способностей у него было всего два. Первое — управление демонами D-ранга. Эта способность появилась у него из-за его характерности его расы, ведь архдемоны — это повелители демонов. А вторая способность, в его описании было написано, что «Система дала вам эту способность, ведь мы сжалились над вашей тупостью. Благодаря ей вы можете понимать здешнюю речь». И он понял, что система так, мягко сказать, над ним немножко издевается. Но сейчас было не до этого, ведь ему нужно спасаться. Со всех ног и со всей своей силы он бежал по всему замку в поисках выхода. Но спустя 15 минут он так ничего не нашел. То, что он был автором этого произведения, никак ему не помогало, ведь он никак не продумывал полностью планировку замка Короля демонов. Ведь зачем продумывать то, что упоминалось лишь единожды в начале романа? Вдруг перед ним появилось системное окно. Внезапный квест. Цель — выбраться из замка Короля демонов живым. Награда 100 очков достижений. А принц демонов этому подгону был не особо рад, и он начал возмущаться на систему, что обычно попаданцам дают какую-нибудь читерскую способность,
И он требовал, чтобы ему хотя бы на время дали магическую способность. Ведь такими темпами за последний час он умрет уже второй раз. Заговорив про магическую способность, он понял, что добавлял очень занятную вещь в свой роман. И начал бежать в то место, откуда недавно пробегал, склада магических инструментов. По пути он слышал множество криков и воплей умирающих демонов, но самому принцу было на них все равно. Хоть демоны и были его подданными, а сам король демонов был его биологическим отцом, особой привязанности он к ним не испытывал и при первой же возможности хотел примкнуть к побеждающей стороне. Пришел он в это место ради свитка телепортации. В этом мире маги используют магию благодаря тому, что чертят заклинания и вливают в него ману. А свитки сделаны таким образом, что в напитанную маной бумагу чертят заклинания. Благодаря этому магию использовать могут даже те, кто впервые о ней слышат. Благодаря тому, что все свитки подписываются, он был уверен, что быстро его найдет. Но когда он пришел в этот склад, он был немножко пустоватым. И немножко поразгинув мозгами, он пришел к выводу, что, скорее всего, большую часть свитков демоны взяли ради военных действий, ведь сейчас происходит межрасовая война, что в принципе логично. Но все-таки он приступил к поискам. И поискав некоторое время, он все же нашел этот свиток телепортации, хоть где-то его удача не подвела. Наконец, счастливый принц использовал этот свиток, и ничего не произошло. Оказалось, что на территории этого замка установлен барьер самим королем демонов. Благодаря этому на этой территории не действует заклинание перемещения. Но принцу от этого стало не легче, ему хотелось лишь плакать. Поразмыслив немножко, он вспомнил. В изначальной истории он писал о том, что отряд героев проник в замок короля демонов через потайной уход. Но затем им надо было так делать. Они бы могли просто телепортироваться и отсечь голову короля демонов. И все, они бы победили. Походу кто-то додумает все те нелогичности, о которых я писал. На что система ему ответила: да, мне пришлось исправлять все твои нелепицы, которые ты писал постоянно. И вот, он снова убедился в том, что система его недолюбливает. И случайно он заметил один низкосортный свиток, лежащий на полу. И вдруг к нему пришла гениальнейшая идея, как отсюда сбежать. Причиной тому, что все человечество напало на царство демонов, была в том, что сам король демонов на людской земле похищал тех, кто был бы очень значим для будущего человечества. Его план был гениален, но прост. Во-первых, сменить свою демоническую внешность на человеческую при помощи свитка. Во-вторых, прибиться к тем самым похищенным людям. И в-третьих, когда его спасут люди, после того как одолеют короля демонов, потихоньку сбежать от них. Когда он наконец-таки нашел тюрьму, то почувствовал оттуда жуткий и очень отвратительный запах. А внутри повсюду была кровь. Люди были разорваны на части, а те, кто не были разорваны, уже разлагались. Картина была жуткая, но страх перед смертью был у него все-таки выше. Поэтому он снял с себя роскошную одежду, сменил свою внешность благодаря свитку, извалялся в вонючей луже из крови и грязи и стащил одежду одного из трупов, ведь ему она больше не нужна. И вот наконец, теперь он похож на настоящего пленника. Но все-таки ему было противно от ощущения липкой крови на его лице, но выбора у него особо и не было. И вдруг он услышал плач. И найдя его источник, он увидел, как девочка с золотистыми волосами плакала, держа в руках женщину, что было похоже на нее. Видимо, это была ее мама. Ему искренне было жаль ее, ведь сколько всего пришлось натерпеться за все это время. И дабы приободрить ее и развеять обстановку, он заговорил с ней. Во-первых, она была первой живой душой, которую он встретил в этом мире, а во-вторых, если он спасет ее, то это частично повысит его шансы на выживание. О, кто-то еще выжил? Ты в порядке? Не волнуйся, короля демонов одолели, за нами скоро придут. Давай вместе подождем помощь. Ее взгляд был удивленным. Она долго сомневалась, но все-таки поразмыслив, вытерла слезы и приняла его предложение. По ее внешнему виду было понятно, что она давно не кушала. Поэтому он решил дать ей печеньку, которую недавно находил в кармане у принца. Ее глаза засияли, но она все же вернула ему добрую половину, сказав: «Ты ведь тоже давно ничего не кушал». Спустя некоторое время: «Сэр, мы нашли их!» И вдруг, преклонив колени, они сказали: «Приветствуем ваше имперское высочество, приносим извинения за то, что не смогли спасти вас раньше». Вот это им Батимейта залутал. Вот и закончилась первая часть, и надеюсь, я смог передать ту самую атмосферу,
И то, что я бы хотел сказать, так это то, что неважно, насколько человек не был хорошим писателем, или насколько сильно продумывал свой мир, ведь неважно, насколько сильно он все запомнил, он не может знать абсолютно все, как в некоторых манхвах. Именно этим мне и понравилось данное произведение. А вы как считаете?